первая игра, которую увидел, это был точно Quake. Я видел Quake еще, да, когда мне там было 3-4 года, как дядя играл, и уже там в возрасте 4, 5, 6, 7, что-то такое. Я играл там в Quake 3 с ботами, просто ТДМ. Ну и это был основном ТДМ, его было так с ботами весело погонять. Но и дядя там не давал какие-либо советы и так далее, что там надо квад считать, приходить на него. Вот, и уже в 2009 году, когда мне было 11 лет, там уже вышел Quake Live, был это 2008-2009, я сказал дяде, что это типа за игра. Он сказал, что это Quake, я сказал, я очень сильно хочу играть. И прям вот в тот же день, когда я увидел, я попросил, и начались мои безостановочные часы в эту игру всегда и везде. Мне очень сильно хотелось, на самом деле, побеждать на турнирах и так далее, а я понимал, что если я буду играть там в один какой-то режим командный, никому не нужный, я ничего вообще не выиграю, никто обо мне не узнает, поэтому мне пришлось тренироваться в дуэли. Я перешел на профессиональный уровень в тот момент, когда перешел в Quake Live с командного режима на дуэльный, где очень ярко выражена психологическая, так сказать, часть игры, которую освоить очень легко, потому что ты должен думать о оппоненте, ты должен чувствовать, как себя чувствует оппонент, о чем он думает и так далее. И это, вот, на мой взгляд, самая сложная часть, потому что ты сам тоже как бы должен не ломаться и должен сохранять все время свои качества в любой ситуации, как бы все ни было плохо или хорошо. То есть это уже касательно вопроса стабильности, а стабильность — это уже профессионализм. 2015 года я играл только в Quake, и там уже не было никаких турниров, то есть я не являлся на тот момент никаким профессиональным игроком, просто был игроком высокого уровня. Немного поиграл в Overwatch, но опять-таки не было никаких организаций, то есть я просто старался как бы личностно доказывать себе, что я могу там перейти в игру и выйти на какой-то высокий очень уровень, то есть развивать механические качества, командные, психологические и так далее, чтобы я мог их поддерживать в другой игре, в других ситуациях совершенно. И конкретно уже после этого вышел Quake Champions. Туда я смог тоже все перенести, выиграл пару ланов, поиграл немного в организации, чтобы получить опыт, как вообще работать с организацией. Quake, например, закончился в декабре 2018, и не было ничего неизвестно на 2019 год. Я планировал параллельно очень много играть в Fortnite. Я, собственно, и играл, но тут вдруг неожиданно вышел Apex, и поскольку это новая игра, я решил попробовать себя в ней. Ну, одна из причин, почему я вообще перестал играть в футбол, это проблемы с коленом. Но помимо проблем с коленом, просто я разочаровался в этом, в спорте как таковом. Но мне пришлось уйти из клуба, потому что там, так сказать, коммерция. Вот в том-то и дело, почему я именно решил со спорта уйти в киберспорт, потому что в киберспорте именно твои заслуги, именно твой уровень игры оценивают. Как игрока все видят, как ты играешь. Если ты хорошо играешь, рано или поздно ты чего-то добьешься. Начал я с КС, наверное, но с КС я почти моментально на Overwatch перешел. Я, кстати, на одном из ланов как раз-таки встретил своего будущего тиммейта, когда еще даже не знал об этом. Это Илья Копалов, инлайер, который выступает за Атланта в Overwatch лиге. Я сколько себя помню, я всю свою жизнь связывал с играми, но это то, что мне нравится, и хотелось бы в жизни заниматься тем, что тебе нравится, приносит удовольствие, поэтому... Я помню свою самую первую игру, это был Silent Hill, он был на дискетах. После этого я полюбил игры, потом Sega, Dendy, Sony, Crash Bandicoot, все в этом духе. Это был год 97-й, где-то 98-й, и родители купили моему старшему брату первый компьютер. И я сидел рядом и смотрел первые игры, которые он там запускался, такой он там, что был Warcraft первый или второй. А потом потиху-помалу брат начал играть в шутеры, Quake 1, Quake 2, потом уже Quake 3, соответственно. И я все это наблюдал. Из-за брата я начал играть, и брат был чемпионом Беларуси, и его очень сильно уважали. Когда я начал ходить в компьютерные клубы, и когда люди узнавали то, что я брат Легроса, конечно, ко мне было сразу же другое отношение, сразу же менялось.
и я слышал только позитивно, ну, что какой-то такой позитив и респект в сторону брата, и мне это очень нравилось, и я хотел как бы продолжить его карьеру, грубо говоря, потому что ему пришлось ее закончить. Он в меня очень много ресурсов своих вложил. Время шло, я играл, мне нравилось, я получал от этого большое удовольствие, и для меня это был какой-то отдельный мир. Я разграничивал свои дела какие-то жизненные и вот мою игру в Quake очень жестко вот на протяжении многих лет и еще с тех пор. И как-то никогда не было такого, что я куда-то иду, профессионал, не профессионал. У меня была мечта, конечно, стать чемпионом мира, но это было скорее с такой стороны именно такой романтической. То есть когда я там смотрел за Кулером или там за Лексерами или тому подобных игроков, то, конечно, для меня это было нечто особенное, прям действительно особенное. И когда я ее достиг, я вообще ничего не почувствовал, как будто бы это само собой разумеющаяся была вещь. Я не знаю, почему так вышло. Только потом, где-то через неделю, через две, когда меня начали люди поздравлять, тогда как-то я более или менее вник вообще, что произошло. Ну, до 2014 года я был полностью поглощен Quake'ом, и, в принципе, я ни о чем другом не думал, ни о других дисциплинах, вообще ни о чем. То есть я занимался какими-то своими жизненными делами и разграничивал ее жестко со своей профессиональной карьерой в Quake'е. После 2014 года я выиграл QuakeCon, последний свой, и я увидел где-то в течение 2-3 следующих месяцев, я увидел большой спад, не было ни анонсов, вообще ничего не было. И я почувствовал, что мне еще очень-очень хочется как бы соревноваться, я еще чувствовал свой запал. Я не чувствовал, что мне там 24 года, и мне казалось, мне там до сих пор 16, вот по состоянию вообще как бы, не знаю, то есть я был готов внедриться в новую игру и вот заново просто все изучить и как бы опять постараться дойти до топа. В первую очередь, конечно, я задумался о Counter-Strike, но там так все вышло, что меня отговорили, грубо говоря, посоветовали новые игры, которые будут выходить. И одна из них была Shootmania. Нас подписала команда Millennium французская. Мы там поездили по некоторым турнирам, по СВЦ, там по саммит была там в Париже. Не могу сказать, что мы прям там супер играли, но где-то мы находились в европейском топе, это 100%, но, к сожалению, игра продержалась только год, и последние отборочные на Сан-Франциско мы проиграли там читером, и это было очень сложно доказать. Потом через 2 недели была переигровка, а мы уже эти 2 недели вообще не играли. Потом вышел Overwatch, он меня очень сильно зацепил своим масштабом, и тем более я знал, что Blizzard, они не делают что-то просто так, это будет 100% масштабный продукт. И мне очень нравилось вообще, даже вот еще до того, как игра вышла, мне очень нравилось там сидеть на сайте, смотреть этих героев. И вообще, как бы, ну, я не знаю, как новая волна вот такая вот, у меня как второе дыхание. Я начал играть в него очень много, начал играть прям очень много. Все свое свободное время начал этому посвящать. В какой-то момент мы создали команду Annex, тоже неплохо выступали лето. Осенью мы полетели в Атланту. Не очень хорошо там сыграли, и после этого мы задисбандились. С тех пор я не знал, что конкретно хочу делать. Где-то минимально играл в Overwatch, где-то за кого-то сабился, что-то там, ну, что-то такое происходило минимальное, и вот в апреле анонсировали Quake Champions. Слишком перезагнался на Quake, особенно на Quake Champions, и слишком много переиграл в него, слишком много ставил на кон, и ответственность была очень большая. Возможно, это как бы сыграло определенную роль в результатах. То есть раньше я так не парился, раньше я делал все больше как бы в кайф, и ответственность она была такая, ну, только перед самим собой. А в Quake Champions почему-то я чувствовал ответственность перед многими людьми. Я же еще и Fortnite играл какое-то время. Ну, как можно, я не знаю, это успехи, не успехи, но вот когда только начались вот эти вот первые лиги, когда они начали устраивать плейсментсы, то есть дивизионы, да, лиги и все такое, то есть и я попал в эту Лигу чемпионов, в топ-1000 в Европе попал. Мне казалось на тот момент, что я играл довольно-таки неплохо, но у меня не было никакой поддержки, не было никакого суппорта со стороны организации или со стороны, там, например, стрима. Меня смотрело крайне мало людей, и, в принципе, то есть заинтересованность организации вообще не было. Ну, я, конечно, их понимаю, что, например, в Апексе это более схожесть есть под меня лично, да, то есть под стрельбу, под экшен, под хитреги и все такое. В Fortnite там же больше там строительство, а мне это очень нравится. Мне, наоборот, очень нравится строительство и такое, но доказать кому-либо что-либо я не мог. И когда вышел Apex,
каким-то образом сразу же... То есть я вообще даже в него не играл первую неделю, а мне уже какие-то, ну не предложения, да, ну какие-то полупредложения уже начали идти. И я посмотрел по этому Apex, очень была хайповая волна. И где-то через неделю я запустил, и ну, мне понравилось. Да. Как-то вот вкратце Apex, и я здесь. Ну, начнем с того, что я без отца еще, как бы, у меня в семье одна мама, и она поддерживает всячески. Смотрит, бывает, там, на работе всем хвастается, говорит, там, вот, сын достиг там всякого. Родители вначале, на самом деле, очень странно отнеслись, потому что, ну, это было в диковинку, и это какая-то моя новая деятельность. Вот, они думали, что это опять какой-то вот не именно то, с чем я могу связать жизнь, а какое-то вот просто мимолетное желание очередное. Но я считаю, что человек должен заниматься тем, что ему нравится, и конкретно в этой ситуации человек превращает свое хобби в любимую профессию. По крайней мере, он должен стараться к этому идти, либо, например, это был бы тот же спорт, то есть на турниках, там, например, либо музыка. И я бы старался как-то все-таки стараться хобби превращать в профессию. Я прожил вот эти все годы счастливо, скажем так. Ну, это было действительно очень круто. Турниры, победы, тренировки, организации. Вот весь этот мир киберспортивный, конечно, вот я познакомился благодаря Quake, поэтому я не могу сказать, что сожалею. У меня, в принципе, как бы не было вообще понятия о том, что я буду играть долго, или мне нужны какие-то другие цели, или я уже 10 тысяч раз хотел уходить, делать что-то там другое абсолютно, но почему-то вот соревновательный аспект, он настолько был крутой и настолько неповторимый, что я вот до сих пор в деле.